На крайнем западе суровых, палимых солнцем земель, где горизонт сливается с бесконечным небом, простирается край свободных ветров и древних гор. Здесь, среди выжженных степей, каменистых ущелий и песчаных холмов, жизнь подчиняется своим строгим и незыблемым законам. Законам, в которых нет места слабости, но есть абсолютная чистая свобода. По этим бесконечным просторам издавна кочевали табуны диких лошадей. Они были хозяевами этих земель, сильные, выносливые, с гривами, развивающимися по ветру и взглядом, полным непреклонного духа. В одном из таких табунов родился молоденький жеребенок. С самого первого дня своей жизни он был полон неуемного любопытства. Пока старшие лошади спокойно паслись на редких островках жесткой травы, молодой жеребенок исследовал каждый валун, взбирался на каменистые возвышенности и с восторгом ветром мчался навстречу заходящему солнцу. Однако суровая природа каменистых каньонов таит в себе немало опасностей даже для самых быстрых и ловких обитателей степи. Это произошло в середине жаркого полдня. Созидающий зной стоял над горным хребтом, раскаляя камни до такой степени, что воздух над ними дрожал и преломлялся. Табун ушел в сторону небольшого пересохшего русла реки в поисках хотя бы редких капель влаги. Молодой жеребенок, увлекшись погоней за пролетающей птицей, немного отстал от остальных. Решив сократить путь и догнать сородичей, он направился прямо через опасный осыпающийся склон. Скалистые спуски здесь состояли из ненадежной смеси измельченной породы, гравия и огромных, хаотично разбросанных валунов. Одно неосторожное движение, и копыто жеребенка соскользнуло по подвижной гальке. Заржав от неожиданного испуга, он потерял равновесие и покатился вниз по крутому склону. Падение было стремительным, камни летели вслед за ним, поднимая клубы густой пыли. Жеребенок попытался зацепиться за землю, но гравитация и крутизна холма взяли свое. Он въехал прямо в узкую щель между двумя гигантскими камнями, глубоко вросшими в склон. Когда пыль немного улеглась, оказалась ужасная правда. Молодая лошадь застряла в смертельной ловушке. Два тяжелых валуна сжали его тело, подобно мощным каменным тискам. Каждое движение лишь глубже вжимало его в узкую расщелину. Жеребенок пытался брыкаться, вытягивать ноги, извиваться, но многотонные блоки не поддавались. Его копыта беспомощно молотили воздух и верхнюю часть каменных блоков, не находя опоры. Шли часы. Солнце неумолимо палило, иссушая последние силы пленника. Жеребенок издавал тихие, жалобные звуки, переходящие в тихое, стонущее ржание от полного бессилия. Его бока тяжело вздымались, глаза полнились страхом и отчаянием. Табун ушел далеко вперед, и среди тишины пустынных гор не было никого, кто мог бы услышать его призыв о помощи. В тот же день по извилистым грунтовкам каньона на своем подготовленном внедорожнике путешествовали двое мужчин. Это были опытные исследователи дикой природы, привыкшие к многодневным поездам по самым отдаленным и труднодоступным уголкам страны. Они знали эти земли как свои 5 пальцев, но всегда относились к ним с глубоким уважением. Проезжая по дну глубокой долины, один из мужчин заметил на дальнем скалистом склоне странный силуэт. На первый взгляд это казалось обычной грудой сухих веток или упавшим камнем, но что-то в этой картине показалось путешественникам неестественным. Водитель остановил автомобиль, глуша двигатель. В наступившей тишине мужчины взяли бинокль и стали пристально разглядывать крутой склон. То, что они увидели, заставило их сердца сжаться от сострадания. На склоне горы, среди острых камней, лежало животное. Оно находилось в неестественной позе, спиной вниз, с зажатым туловищем между огромными валунами, беспомощно подняв ноги к небу. Было видно, что лошадь выбилась из сил и уже едва двигалась.
Мужчины мгновенно поняли. Животное попало в беду, из которой самостоятельно ему никогда не выбраться. Без сторонней помощи молодой жеребенок был обречен на неминуемую гибель от жажды, перегрева и истощения. Не раздумывая ни секунды, спасатели схватили снаряжение, прочные такелажные ремни и устремились пешком вверх по крутому осыпающемуся склону. Подъем на склон оказался настоящим испытанием. Ноги мужчин утопали в мелкой осыпи, скользили по сухой земле, а знойный воздух обжигал легкие. Но мысль о том, что каждая минута на счету, придавала им сил. Когда они, наконец, добрались до места, перед ними предстала еще более драматичная картина. Жеребенок лежал, почти уткнувшись мордой в сухую пыль. Его глаза были полуприкрыты, а дыхание было прерывистым и тяжелым. От долгих и безрезультатных попыток освободиться его кожа на боках была сбита, а тело дрожало от запредельного усталости. Похоже, он пробыл в этой ловушке немало часов, полностью исчерпав свои физические и моральные ресурсы. Спасатели аккуратно приблизились к животному, старательно избегая резких движений, чтобы не испугать его еще сильнее. Один из мужчин тихо заговорил с жеребенком спокойным, убаюкивающим голосом, аккуратно погладив его по голове. Лошадь еле заметно повела ухом, словно инстинктивно почувствовав, что эти двуногие существа пришли не причинить вред, а принести спасение. Осмотрев каменный завал, мужчины оценили обстановку. Ловушка была устроена крайне коварно. Один валун служил неподвижным основанием, а второй, весивший несколько сот килограммов, накренился и зажал корпус жеребенка. Чтобы освободить пленника, требовалось сдвинуть именно этот верхний тяжелый камень, не причинив при этом дополнительных травм животному. Попытка применить ремни и натянуть их с помощью физической силы вдвоем показала, что камень держится очень крепко. Но сдаваться было нельзя. Один из мужчин выбрал наиболее устойчивую позицию на уклоне чуть выше валуна. Он уперся ногами в твердую породу, нашел прочный упор для рук на верхушке тяжелого камня и приготовился к решительному усилию. Второй спасатель контролировал положение жеребенка, чтобы при сдвиге камня тот не увлек за собой животное еще глубже. «Давай, на счет 3!» — раздался громкий клик среди молчаливых гор. Спасатель вложил в этот рывок всю свою силу, мышцы его спины и ног напряглись до предела. На несколько мгновений показалось, что огромный валун останется неподвижным, но затем раздался сухой хруст сминаемой почвы и трение камней. Многотонный блок качнулся. Еще одно мощное, превозмогающее усталость усилие, и тяжелый валун потерял равновесие. Он с грохотом опрокинулся в сторону, сорвался с края уступа и со свистом и пылью покатился вниз по склону горы, оставляя за собой глубокий след в сухой земле. Опасное каменное кольцо разомкнулось. Как только давление камня исчезло, над склоном поднялся густой столб пыли. Жеребенок, еще секунду назад казавшийся абсолютно бессильным, ощутил свободу. Инстинкт самосохранения сработал мгновенно. Сделав судорожный рывок, дикий конь перевернулся на живот и попытался подняться. Его ноги поначалу подгибались и дрожали, мышцы затекли от долгого пребывания в неподвижном сжатом состоянии. Он с трудом сделал первый шаг, неуверенно балансируя на осыпающейся поверхности склона. Спасатели отошли на безопасное расстояние, с волнением и радостью наблюдая за результатом своих трудов. Жеребенок остановился на мгновение, отряхнулся от покрывавшей его серой пыли и глубоко вдохнул свежий горный воздух. Он повернул голову к людям, спасшим его жизнь, и на несколько секунд замер. В его диком чистом взгляде больше не было панического страха, лишь удивительное спокойствие и глубокая подсознательная благодарность. Затем, обретая с каждым мгновением все большую уверенность и твердость в ногах, молодой конь уверенно пошагал вниз по склону. Вскоре его шаг перешел в легкую рысь, а затем в стремительный галоп.
Он устремился прочь по широкой долине навстречу своей свободной жизни и своему табуну, который наверняка ждал его неподалеку. Эта история — яркое напоминание о том, что даже в самых суровых и диких уголках нашей планеты всегда есть место бескорыстному добросердечию, мужеству и готовности прийти на помощь тому, кто оказался в беде.